Всем привет, друзья! Думаю, вы уже догадались по названию ролика, что я заболел. И в этом видео я вам дам пару советов для того, чтобы быстрее вылечиться. Ну и после этих советов мы разберем, что можно делать во время болезни и что нельзя делать во время болезни. Первый, основной и самый главный секрет моего быстрого лечения – это вода. Да-да, в этом стакане находится обычная простая вода. Кто-то сейчас скажет, типа, Дима, ты что мне втираешь? Какая вода? Я и сам могу ее попить, и что в этом удивительного? Но на самом деле есть один очень хороший метод. Каждые 30 минут нам нужно выпивать 200-300 мл воды. Таким образом мы ускорим круговорот воды и выведение веществ из нашего организма. Ну и к тому же, по-любому, многие из вас слышали о том, что вода ускоряет метаболизм. Значит, берем 200-300 мл воды. Кто-то, конечно, не может выпивать столько, значит, берем либо чуть меньше, либо даже можно увеличить, от этого не будет вреда. Выпиваем стакан и через 30 минут выпиваем столько же. Потом снова проходит 30 минут и мы выпиваем опять этот же стакан воды. С помощью такого простого, незамысловатого метода я могу избавиться даже от самых тяжелых форм заболеваний буквально за 4-5 дней. Но обычно это что-то несерьезное, я с помощью простой воды вылечиваюсь за 3 дня. Опять же скажу, что у меня сегодня второй день болезни, я чувствую себя гораздо лучше. И второй, уже более всем известный метод, это употребление антивирусных препаратов. Лично я на это смотрю не с очень положительной стороны. Да, я пробовал употреблять циклоферон, кагацел, но и на самом деле скорость лечения изменялась не очень-то и значительно. Да, можно принять антивирусный препарат, побыстрее вылечиться, встать на ноги, но в будущем это обязательно скажется. Однако, если вам реально надо как можно быстрее вылечиться, предстоит какое-то важное событие, то можно смело употреблять антивирусный препарат и даже сочетать их с первым способом. А теперь что можно и нужно делать? В первую очередь, опять же, есть как можно больше жидких продуктов, например, суп, каша. Второе, это обязательно употреблять витамины. Либо полноценный витаминный комплекс, где содержатся все витамины целым набором, либо можно ограничиться витамином С в достаточно большом количестве. Не как мы привыкли есть по 2-3 маленьких вот этих аскорбиночки в день, а реально примерно хотя бы по 200 мг за один прием пищи. Если что, в одной витаминке содержится 50 мг. То есть за один раз можно употреблять по 4 штучки, и ничего с вами страшного не случится. Коростами вы не покроетесь. Третье. Нужно есть как можно больше обеззараживающих продуктов. Сюда относятся лук, чеснок, лимон. Но здесь уже нужно быть осторожней, так как лимон это тот же витамин С, и его нужно грамотно сочетать с аскорбиновой кислотой. И четвертый пункт, пожалуй, надо было его поставить на самое первое место. Это сон. Во время сна наше тело восстанавливается, укрепляется иммунитет. И вообще происходит очень много важных процессов, тем более во время болезни. И во время болезни нужно спать гораздо больше. Пятый пункт заключает в себе то, что нужно держать свое тело в тепле. Почему-то многие думают, что если ты замерз во время пробежки или просто в любых условиях, то ты обязательно заболеешь. На самом деле это не так. Да, холод сказывается на заболевании иммунной системе, но он просто ее ослабляет. Это я говорю к тому, что нужно держать свое тело в тепле, ходить в теплых носочках, не должно быть сквозняков, потому что холод ослабляет иммунную систему, а ей и так нужно бороться с вирусом. А теперь, что нельзя делать во время болезни? Наверное, самая распространенная ошибка среди спортсменов это то, что они пытаются тренироваться во время болезни. Кто-то это делает дома, кто-то просто идет в зал, несмотря на свое состояние. Так вот, это очень и очень глупо. Нет, даже очень тупо. Я не знаю, каким местом вы думаете, когда проводите тренировку во время болезни, но если ты это делаешь, то больше так не делай. Тут все очень просто. Организму и так очень тяжело справляться с вирусом. И когда мы начинаем тренироваться, он получает дополнительную нагрузку. И ему приходится разрываться на две части. Либо восстанавливать тело до обычного состояния после тренировки, либо бороться с болезнью. И в итоге наше лечение может затянуться, допустим, с 5 дней до 10. Или вовсе могут появиться осложнения. Как я говорил раньше, не стоит пренебрегать сном,
И не нужно подвергать свой организм воздействию холода. И еще один важный момент. Не стоит ограничивать свой организм в пище. Это, конечно, не означает, что нужно взять и просто есть двойную или тройную суточную норму калорий. Это означает то, что если вы сидите на дефиците калорий, то его нужно убрать на время болезни. И еще забыл кое-что сказать. Если у вас есть такая возможность, то как можно меньше сидите за компьютером и старайтесь не выходить из дома. Просто лежите и отдыхайте. И также стоит периодически проветривать помещение, в котором вы находитесь. Если ты еще когда-нибудь заболеешь, то запомни мои советы и примени их на себе. И перестань совершать ошибки, если ты совершал их раньше. Все эти советы, рекомендации, можно, нельзя, я применил на себе и отвечаю за их качество. Поэтому данный видос получился на 100% хорошим. Спасибо за просмотр, не болейте, до скорых встреч!